Глава 396. Охота на демонических зверей ради их ядер. Опасения Хань Ли вскоре оказались необоснованными. Час спустя Хань Ли почувствовал, как к Красному Коралловому острову приближалось два огромных колебания духовных ци, одна с востока, другая с запада. Выражение его лица изменилось, как вдруг он открыл глаза и стал пристально вглядываться в линию флажков формации перед ним. Хотя он установил несколько формаций, он все равно нервничал, поскольку к нему приближались два высокоранговых демонических зверя. Внезапно перед ним вспыхнул фиолетовый флаг формации, а затем задрожал. Выражение лица Хань Ли стало серьезным, но он не стал ничего предпринимать, а просто молча смотрел. Он знал, что хотя демонического зверя 5-го ранга можно считать умным, у него все равно не хватит мозгов, чтобы выбрать из возобновляющейся формации 5 элементов. Хотя зверь 5-го ранга обладал уровнем культивации, который мог сравниться с культиватором на ранней стадии формирования ядра, фактически он по силе уступал человеку. В конце концов, у него был слабый интеллект, а также он знал слишком мало магических техник, что делало их уязвимыми перед культиваторами. Кроме того, им бы понадобилось довольно много времени, чтобы прорваться сквозь такие мощные заклинания, как защитные формации. Таким образом, Хань Ли чувствовал себя непринужденно, позволяя еще одному демоническому зверю проникнуть в его ограничительное заклинание, прежде чем он начал действовать. Пока Хань Ли размышлял над этим, внезапно желтый флаг формации засверкал и стал издавать тихий гул. Внезапно на серьезном выражении лица Хань Ли появилась улыбка. Затем он сделал жест заклинания руками и ограничил запах радужной травы окружающими ее формациями. Сделав это, Хань Ли вытянул руки, и в ту же секунду оттуда вылетели два ярких флага, которые создавали между собой слово «приди». Кривая душа, который стоял позади него, раскрыл рот и выпустил желтое сияние. Желтое сияние становилось все ярче, кружась вокруг Хань Ли и унося его к небу в желтой полоске света. Через мгновение Хань Ли появился в небе над самой западной формацией небесных иллюзий. Разноцветные зелено-желтые облака пламени непрерывно скатывались по нему, а изнутри пламени слышался грохот. Затем Хань Ли достал свою лодку божественного ветра, и она улетела сама. Затем он достал желтый флаг и слегка взмахнул им. Флаг формации выстрелил желтым лучом света в сторону разноцветных облаков, заставив их исчезнуть. После того, как они исчезли, стало возможным увидеть демонического зверя. Демонический зверь был около 10 метров в длину и имел круглое тело, унизанное шипами огненно-красного света. На первый взгляд, это был огромный морской еж. Однако на всем его теле было огромного количества темно-зеленых глаз. Его взгляд был очень холодным, он тут же метнулся в сторону формации. Его дикий рев звучал так, как будто он был очень раздражен. Тысячеглазый демон. Как только Хань Ли увидел, как выглядел демонический зверь, он тут же узнал его и проявил интерес. Поскольку это был один из наиболее часто встречающихся демонических зверей 5-го ранга в области моря рассеянных звезд, это бы послужило ему хорошей практикой. Он не осмеливался слишком долго тянуть с ним, поскольку эта формация была недостаточно сильной, чтобы выстоять против ярости демонического зверя. Он немедленно отдал приказ кривой душе. Получив приказ, желтый свет, обволакивающий тело крутой души, внезапно превратился в кроваво-красный. Затем он соединил свои руки вместе и быстро развел их, в результате чего в его руках появился желтый полумесяц, который тут же метнулся в сторону тысячеглазого демона. Это было магическое сокровище под названием Небесная чаша, которое кривая душа почти полностью усовершенствовал. Несмотря на то, что тысячеглазый демон оказался в ловушке, он понимал, насколько мощным был желтый полумесяц. Все глаза на его теле тут же сосредоточились на небесной чаше и одновременно выпустили множество красных лучей, которые соединились в один толстый луч красного света. За доли секунды он блокировал продвижение желтого полумесяца. Демон словно соревновался в силе против кривой души и его контролем над магическим сокровищем. Затем Хань Ли улыбнулся. Он похлопал рукой по своей сумке для хранения, в ту же секунду из нее выстрелило более сотни белых огней и окружило великую формацию. Эти белые огни были зловещими кукольными зверями, которые были почти 3 метра в высоту. Они тут же раскрыли рты, излучая ослепительный свет, готовясь в атаке. В этот момент лицо Хань Ли вспыхнуло от волнения. Он взмахнул рукой, и как только он это сделал, в его руке появились его красные иглы. В это же время каждый из кукольных зверей выстрелил лучом своего света в направлении тысячеглазого демона. Демонический зверь, казалось, заметил, что его положение резко ухудшилось, и внезапно издали резкий свист. Все его тело застонало, скручиваясь в огромный шар плоти, покрытый шипами света. В то же время красный свет, выпускаемый им ранее, начал становиться зеленым. Зеленые полосы этого света испускались не как атака, а вместо этого они превратились в толстый барьер света вокруг его тела.
100 лучей света одновременно поразили зеленый световой барьер, в результате чего вокруг него вспыхнуло сияние. Барьер демонического зверя сумел выдержать атаку, однако он начал мерцать, как будто он вот-вот рухнет. В отсутствие красного луча света, который ранее сдерживал его, небесная чаша могла свободно атаковать. По велению кривой души небесная чага тут же превратилась в огромный диск радиусом около 10 метров. Этот диск стал атаковать демонического зверя вместе с белыми лучами света, выпущенными марионетками. Вскоре раздался взрыв. Несмотря на то, что световой барьер поддерживался отчаянными выбросами зеленого света демонического зверя, повторная атака лучей марионеток в сочетании с ударом небесной чаши полностью разрушила его барьер. Хань Ли, который ждал этого, мгновенно отреагировал, подняв руку. Набор красных игл тут же выстрелил в уязвимое тело демонического зверя. По прошествии времени, которое бы потребовалось, чтобы доесть обед, Хань Ли держал в руке зеленую сферу размером с куриное яйцо. На его лице была широкая улыбка. Под его ногами лежал труп демонического зверя с куполообразным отверстием на теле. Вперед! Хань Ли больше не задерживался. После того, как он убрал труп демонического зверя в сумку для хранения, он покинул эту формацию вместе с кривой душой и направился к другой. Именно так Хань Ли провел целый месяц на острове Красного Коралла. Он периодически помещал капал зеленой жидкостью на радужную траву, постепенно увеличивая диапазон приманки демонических зверей. Это привлекло демонических зверей с интервалом в 2-3 дня, что позволило Хань Ли и кривой душе убить дюжину демонических зверей 5-го ранга. Хань Ли был просто в восторге, но когда возраст радужной травы достиг 400 лет, она привлекла демонического зверя 6-го ранга, который назывался Водяной дракон. Хань Ли был очень удивлен и поспешно убрал запах радужной травы ограничительным заклинанием. Оплыв остров несколько раз по кругу, после того, как исчез запах травы, он разочарованно уплыл. Испугавшись случившегося, Хань Ли решил, что радужную траву лучше всего использовать в возрасте до 300 лет. Если увеличить ее возраст, это начинает привлекать зверей более высокого ранга. Когда возраст достигал 400 лет, он доставал новую радужную траву и начинал все сначала. Однако, спустя какое-то время все демонические звери 5-го ранга, обитавшие вокруг острова Красных Кораллов, погибли. Когда в течение нескольких дней к острову не приплыл ни один демонический зверь, Хань Ли и кривая душа убрали все формации и покинули остров. Через несколько дней им удалось найти новый коралловый остров, и они продолжили охоту на демонических зверей таким же методом. Этот захватывающий, многократно повторяющийся и опасный образ жизни в области внешнего Звездного моря продолжался 5 лет. За это время он убил сотни демонических зверей 5-го ранга. Ему попадались настолько редкие демонические звери, что доселе их никто не встречал в мире культивирования. Когда Хань Ли первый раз ловил подобное животное, он каждый раз был на грани между жизнью и смертью. И если бы не бесстрашие кривой души и его марионеток, он бы уже встретил свой конец в огромном океане, и его не спасли бы даже защитные формации. Кроме того, время не единственное, что было израсходовано в те годы. Мало того, что подавляющее большинство его кукол было уничтожено, но многие его инструменты для создания формаций также были уничтожены или сильно повреждены более свирепыми демоническими животными. Даже его самая впечатляющая возобновляющаяся формация 5 элементов была уничтожена полгода назад, когда он случайно привлек демонического зверя 7-го ранга. Ему ничего не оставалось, кроме как попытаться заманить зверя в ловушку формации, пока он и кривая душа пытались скрыться. Хотя его потери за эти 5 лет были большими, но это того стоило. Помимо того, что он заполучил несколько сотен ядер демонических зверей, Хань Ли также приобрел невероятное количество редких материалов от них. Ему даже пришлось отказаться от некоторых менее ценных предметов, поскольку все они не влезали в его сумку для хранения. Помимо убийства нескольких сотен демонических зверей, он также отточил свои боевые навыки до совершенства и разработал немало второстепенных методов для убийства демонических зверей. На данный момент Хань Ли мог спокойно встретиться в бою 1 на 1 с демоническим зверем 5-го ранга, без капли страха. Глава 397. Усердная, уединенная культивация. На обратном пути к острову Мрачного Нефрита Хань Ли был предельно осторожен, как и всегда. Он отлично понимал, что без марионеток или защитных формаций чрезвычайно опасно метаться по внешнему Звездному морю. Хотя он легко мог справиться с демоническим зверем 5-го ранга, но если бы он привлек внимание зверя 6-го ранга или выше, ему бы было трудно избежать смерти. По его оценкам, тех демонических ядер, которые он собрал, должно было быть более чем достаточно, чтобы пройти через 2-ю или даже 3-ю революцию в технике революции 3 сущностей. Несколько сотен ядер демонических зверей можно обменять на пару сотен тысяч духовных камней, по крайней мере.
И это не считая редкие материалы, которые он собрал. Так что они бы удвоили цену. Однако Хань Ли не преследовал обогащение. Все это было сделано, чтобы он мог немного продвинуться в погоне за до бессмертного. Таким образом, когда стало опасно продолжать охоту на демонических зверей, он немедленно решил вернуться. На данный момент он путешествовал в глубине внешних звездных морей. И если бы он не записал все острова, на которых он побывал, на карту, он, возможно, не смог бы найти дорогу назад. Хотя, даже если он знал дорогу назад, для его возвращения все равно потребуется несколько месяцев полета. Он очень ценил свою жизнь и боялся, что он может встретить на обратном пути каких-нибудь свирепых демонических зверей или культиваторов, которые могут попытаться ограбить его. Демонские звери были меньшей проблемой, чем культиваторы. В лучшем случае, они бы просто прошли мимо него, если бы он слишком к ним не приближался. Но если бы он натолкнулся на культиватора со злобными намерениями, они бы ни за что не отпустили его. Ядро демонического зверя было трудно защитить, не говоря уже о его хрупкой человеческой жизни. Таким образом, Хань Ли и Кривая Душа были очень бдительны во время их путешествия. Всякий раз, когда они встречали следы других культиваторов, они немедленно прятались или бежали. В конечном итоге Хань Ли вернулся на мрачный нефритовый остров без каких-либо неприятностей по пути. Только вернувшись, он смог вздохнуть с облегчением. Хань Ли пришел на узкую улочку и обнаружил, что, за исключением пары новых магазинов, все осталось без изменений. Не обращая внимания ни на кого из продавцов, он сразу же направился к зданию с транспортной формацией. Культиватор Дворца Звезд в зале с транспортной формацией был заменен на мужчину среднего возраста с симпатичным лицом. При виде того, как Хань Ли и Кривая Душа вошли в зал, он слегка улыбнулся и спросил: «Вы двое хотите использовать формацию?» Хань Ли нырнул на свою большую кровать и вскоре погрузился в глубокий сон. После продолжительного отсутствия он вернулся в свою пещеру на 39-м слое города Небесной Звезды. Поскольку его тело и ум были невероятно утомлены, он не мог начать расправляться со своими делами до того, как хорошенько отдохнет. Проспавшись в течение нескольких дней, он проснулся, наполненный энергией. После пробуждения Хань Ли решил прогуляться по своей резиденции. Поскольку он не был там много лет, он чувствовал, что должен вновь ее осмотреть. Когда он пошел в комнату для насекомых, он увидел, что прожорливые золотые жуки снова превратились в огромную серебряную сферу, свисающую с потолка в спячке. Хань Ли невольно покачал головой. Вскоре после этого Хань Ли отправился на городской рынок и купил все рецепты таблеток, которые только продавались на рынке, а затем вернулся. По возвращении Хань Ли снова занялся приготовлением таблеток. Затем Хань Ли провел целых 2 года в своей пещере, создавая огромное количество лекарственных таблеток по формулам, объединяя их при этом с ядрами демонических зверей. Его изначальная проблема к нечувствительно лекарственных таблеток ушла в прошлое. В течение этого времени он постепенно распродал материалы, полученные из демонических зверей, в которых он не нуждался. Таким образом, он обеспечил себя духовными камнями на какое-то время. Закончив все эти дела, Хань Ли тщательно запечатал свою резиденцию и начал готовиться к уединенной культивации. Но пока он занимался созданием лекарственных таблеток и продажей остальных материалов из демонических зверей, единственной головной болью для него была 400-летняя радужная трава, которая осталась после охоты на демонических зверей. Ее было не продать в большом количестве, а уничтожить было жалко, поскольку Хань Ли потратил на нее такое количество зеленой жидкости. Кроме того, Хань Ли всегда интересовала способность этой травы в приманивании демонических зверей. Когда ее листья были развернуты, он хотел тщательно изучить ее. Когда Хань Ли взглянул на кучу радужной травы перед ним, ему в голову пришла довольно странная мысль. Постепенно эта мысль так сильно завладела им, что он почувствовал себя немного ошеломленным. Прикинув все еще раз в своей голове, он собрал радужную траву и неожиданно направился в комнату для насекомых, в которой содержались прожорливые золотые жуки. Затем он бросил пучок радужной травы к ним в комнату, но никакой реакции не последовало. При виде этого Хань Ли стало смешно с самого себя. Немного поколебавшись, он приказал Кривой Душе высадить радужную траву на огромных кусках красных кораллов в своем саду духовных лекарственных растений. Вскоре после этого Хань Ли вошел в свою тайную комнату и начал рассеивать уровень своей культивации в соответствии с техникой революции 3 сущностей. В целях обеспечения стабильности и безопасности Хань Ли очень быстро рассеял уровень своей культивации. Он постепенно рассеивал свой уровень культивации в течение 1,5 месяца, прежде чем спустился к намеченной цели на ранней стадии заложения фундамента. Достигнув этой стадии, Хань Ли оставил свое уединение. Сначала он должен был укрепить уровень своей культивации, прежде чем практиковать технику революции 3 сущностей с помощью лекарственных таблеток.
Ханли внезапно решил капнуть зеленой жидкостью на радужную траву для ее дальнейшего созревания и бросил ее в комнату для насекомых, когда она начала излучать свой странный запах. Затем он стал наблюдать за происходящим и снова потерпел разочарование. Серебряная сфера сгруппировавшихся прожорливых золотых жуков совершенно не подавала никаких признаков жизни. Хотя это немного удивило Ханли, он не был особенно озадачен этим. Это было потому, что радужная трава по-разному действовала на демонических зверей разного ранга. Поскольку прожорливые золотые жуки были высокоранговыми демоническими зверями, их невозможно было привлечь недостаточно зрелой травой. Ханли слегка вздохнул, больше не желая тратить на это свое время и зеленую жидкость на траву. Вместо этого он решил полностью сосредоточить все свои ресурсы и время на создание большего количества пищевых лекарственных таблеток для своих пауков. Но не успел он об этом подумать, как внезапно серебряная сфера жуков развалилась. Несколько сотен прожорливых золотых жуков мерцали красным светом, стекаясь в ароматной радужной траве. Проглотив ее за доли секунду, они раздраженно загудели. Ханли был ошеломлен увиденным, но вместе с тем он был рад. Казалось, теперь он мог продолжить свои эксперименты. Ханли покинул комнату для насекомых в отличном настроении и приказал кривой душе периодически давать жукам радужную траву. Он хотел посмотреть, как радужная трава повлияет демонических зверей, чтобы избавиться от лишних сомнений. Вскоре после этого Ханли забрал с собой все свои лекарственные таблетки в тайную комнату и запечатал ее, намеренно оставаясь там до тех пор, пока он не преуспеет в культивации или не умрет. Ханли был готов к тому, чтобы пробыть там достаточно долгое время, не делая из комнаты ни единого шага, пока не полностью восстановит свое совершенствование. Что касается остальных дел в его резиденции, он мог не беспокоиться об этом, доверив все кривой душе. Ханли достал таблетку из бутылки и проглотил ее, а затем закрыл глаза, входя в состояние самозабвенной культивации. В последующие дни, помимо приказов кривой души, он никак не связывался с внешним миром и был полностью сосредоточен на усовершенствовании ци. Шло время, но Ханли не чувствовал никаких успехов. Всякий раз, когда он чувствовал, что у его духовного ци нет прогресса, он снова глотал таблетку и начинал медитировать. Годы монотонной культивации проходили под одним единственным его желанием в достижении стадии формирования ядра. В мгновение ока прошло 10 лет, а дверь скрытой комнаты все еще не показала ни единого признака движения. Спустя 20 лет дверь комнаты оставалась закрытой, 30 лет, времена года монотонно сменяли друг друга. На 60-й год над пещерой Ханли внезапно появилось черное облако. Погода изменилась в мгновение ока, в результате чего жуки стали метаться по комнате. Почти в то же время нити духовного ци стремительно направились районов к пещере Ханли, создавая огромный вихрь духовной ци, который можно было увидеть невооруженным глазом. Эта сцена встревожила всех культиваторов, которые были поблизости. Независимо от того, проходили ли они мимо или жили поблизости, все они останавливались или покидали свои резиденции, чтобы наблюдать за происходящим. Стадия формирования ядра. Кто-то прорвался к стадии формирования ядра. Множество культиваторов, наблюдавших за этой сценой и бормотавших эту фразу про себя, изменились в лицах. Пока все они пытались поверить своим глазам и находились в несколько сконфуженном состоянии, происходившее еще больше удивляло их. В то же самое время все культиваторы острова на стадии формирования ядра и выше заметили огромный вихрь духовной ци, нависший над островом небесных звезд. Надо сказать, что это было поистине беспрецедентное зрелище. Они тут же высвободили свое духовное чутье, чтобы осмотреть резиденции. Как только они достигли своим духовным чутьем резиденции Ханли, у большинства из них лица стали каменными. Некоторые из них даже нахмурились. Глава 398. Стадия заложения фундамента и магические сокровища. Дверь в секретную комнату внутри пещеры, наконец, открылась. Два силуэта вышли из комнаты, их лица были покрыты длинными взъерошенными волосами. Внезапно желтый свет вспыхнул рядом с ними, показывая жестокое выражение кривой души. Хе-хе, стадия формирования ядра. Я, наконец, достиг стадии формирования ядра. Выглядывая наружу из тайной комнаты вместе с кривой душой, он так громко рассмеялся, что его смех эхом пронесся по окрестностям. Сквозь просветы между длинными взъерошенными волосами можно было увидеть лицо Ханли, который провел 60 лет уединенной культивации. Однако в его глазах сверкала обновленная духовная сила, а в каждом его движении было огромное давление, как будто на самом деле стал абсолютно другим человеком. Вдоволь насмеявшись, Ханли огляделся по сторонам и понял, что совершенно не узнает окружающий мир. Спустя 60 лет уединенного культивирования он почувствовал, что в мире произошли большие изменения, несмотря на то, что все оставалось прежним.
Казалось, что все, что произошло, было в прошлом. Хань Ли не решился оставаться снаружи надолго. Используя свои смутные воспоминания, он вернулся к себе в спальню. Спустя промежуток времени, который бы потребовался, чтобы доесть обед, Хань Ли вышел из спальни с сияющей улыбкой на лице. Он переоделся и привел себя в порядок. Теперь он снова выглядел как юноша лет 20. Вернувшись в свое привычное состояние, он спокойно направился в комнату для насекомых. Прожорливые золотые жуки также претерпели значительные изменения за эти годы. Мало того, что они значительно увеличились в количестве, их было около нескольких десятков тысяч, что выглядело довольно пугающе, но на их изначально серебряных панцирях появились золотые пятна, в результате чего они стали казаться еще более зловещими и дикими, чем раньше. Однако Хань Ли совершенно не был удивлен этому. Он узнал об этом много лет назад от своего клона, Кривой Души. Единственное изменение заключалось в том, что теперь он смог увидеть это своими глазами. Хань Ли не ожидал, что его странная идея о том, чтобы испытать радужную траву на жуках, принесет такие положительные результаты. Пока он был в уединении, Кривая Душа непрерывно кормил жуков стеблями радужной травы, когда их листья были развернуты. Жуки становились все более свирепыми после поедания этой травы. Спустя 4 года жуки претерпели трансформацию. На следующий день после того, как они поели радужную траву, жуки начали сражаться и поедать друг друга. Несколько дней спустя изначальное количество в несколько сотен сократилось до дюжины. Однако выжившие жуки были теперь послушными и красивыми. Вскоре после этого жуки начали откладывать яйца. Отложив яйца, около 100 каждый, в общей сложности получилось более чем 1000 яиц. Яйца вылупились спустя примерно год, а Кривая Душа продолжил их кормить их созревшей радужной травой, заставляя их поедать друг друга и снова откладывать яйца. Спустя нескольких таких циклов количество жуков начало стремительно возрастать. Если бы не тот факт, что количество радужной травы, которая у него была в наличии, было ограничено, он мог бы постоянно увеличивать количество жуков. Но самое удивительное было то, как потомство жуков-каннибалов становилось все более сильным и более свирепым с каждым новым поколением. Кроме того, на их серебристых панцирях стали появляться золотые пятна. Хань Ли был удивлен этому и задумался, повысится ли их ранг после того, как их панцири станут полностью золотыми. Стоя у комнаты для насекомых, Хань Ли безумным взглядом наблюдал за своими жуками около полудня. Он четко понимал, что этот способ разведения прожорливых золотых жуков определенно не является ортодоксальным методом, который использовали культиваторы в древности. Все это было возможно потому, что у него была его маленькая таинственная бутылка с зеленой жидкостью, которая обладал таинственным эффектом, который ускорял процесс созревания растения. Возможно, его метод был даже лучше, чем тот, который использовал его предшественник. Хань Ли слегка улыбнулся, задумавшись об этом. Затем он направился в другую комнату для насекомых, в которой находились 2 кровавых паука. Хотя Хань Ли также приказывал Кривой Душе использовать только небольшую часть зеленой жидкости для создания пищевой таблетки для пауков, пауки, питаясь этими таблетками, тоже претерпели некоторые изменения. Теперь они были демоническими зверями 4 ранга. В настоящее время они выглядели точно так, как белый паук, с которым он сражался в подземной пещере. Их тела были прозрачными, как и нефрит, что выглядело невероятно красиво. 2 паука явно тут же почувствовали приближение Хань Ли благодаря связи крови, которую он заложил при их рождении. Они тут же бросились к каменной двери, желая поиграть с Хань Ли. Хань Ли быстро открыл каменную дверь, позволив 2 кровавым паукам наброситься на него. Затем паучки начали радостно скакать по его телу. Хань Ли какое-то время гладил их по панцирю, с изумлением глядя на их сверкающие, кристаллические тела. Затем он убрал их в свою сумку для хранения, повернулся и покинул комнату для насекомых. Что касается прожорливых золотых жуков, Хань Ли все еще не собирался их использовать. Он планировал сначала воспроизвести их в еще нескольких поколениях, пока их панцири не станут полностью золотого цвета. Затем Хань Ли отправился в свою спальню и лег на кровать, размышляя о своей тайной комнате. То, что он смог достичь стадии формирования ядра, превзошло все ожидания Хань Ли. Он даже не стал 3-й раз рассеивать уровень своей культивации, а вместо этого он потратил целых 30 лет, чтобы пройти 2-ю стадию техники революции 3 сущностей. Опираясь на лекарственные таблетки, чтобы культивировать технику революции 3 сущностей, скорость его культивации была намного быстрее, чем он ожидал. Сначала он считал, что завершение 3-й революции культивации наверняка будет невероятно сложным процессом, и ему придется потратить слишком много лет своей жизни на успех. Но завершив свою 2-ю революцию всего за 30 лет, его оставшейся жизни было более чем достаточно, чтобы культивировать 3-ю революцию.
Но постепенно Ханли перестал возлагать надежды на технику революции трех сущностей, чтобы достигнуть стадии формирования ядра. В конце концов, эта техника культивирования была всего лишь теорией и никогда не проверялась на практике. Говорилось только, что завершение третьей революции должно было позволить шансам достичь стадии формирования ядра увеличиться до 50%. Иными словами, даже если бы он выполнил все три революции, шанс провала составлял 50%. Это вызвало у него глубокое беспокойство в глубине души, поэтому он решил использовать более надежный способ увеличить свои шансы пробиться на стадию формирования ядра. До того, как Ханли убил его, он вспомнил, что бывший молодой мастер школы Тысячи Бамбуков, старший боевой брат Ли, говорил, что культивация техники великого развития до высокого слоя могла увеличить шансы на достижение стадии формирования ядра. Поэтому, немного пораскинув мозгами, он решил заняться третьим уровнем техники великого развития. В то время Ханли думал, что до тех пор, пока нет никакого вреда его культивации, он будет пробовать все способы. Как и ожидалось, третий уровень техники великого развития занял гораздо больше времени, чем культивация второго уровня. Ханли потребовалось около 20 лет, прежде чем он смог совершить прорыв. Однако Ханли совершенно не думал о том, чтобы продолжить культивировать четвертый уровень техники великого развития, поскольку бы у него просто не хватило времени на это. Затем Ханли продолжил принимать всевозможные дополнительные духовные лекарственные таблетки и начал свою многолетнюю попытку прорваться к стадии формирования ядра. Честно говоря, Ханли не очень доверял второй революции, учитывая его сокрушительный провал во время его первой попытки в достижении стадии формирования ядра. Он только хотел попробовать. В то время, как Кривая Душа достиг стадии формирования ядра всего за 4 года, неожиданный успех Ханли произошел через 5 лет из-за его плохого природного таланта. Хотя он ощущал, что духовное ци в его теле стало совершенно бешеным, он по-прежнему считал, что это был сон, когда четырехцветная жемчужина большого размера, сформированная из его истинной сущности внутри его тела, начала слабо вращаться в его дантяне. Я вот-вот войду в стадию формирования ядра. Неужели это правда? Однако не успел Ханли подумать об этом, как это грандиозное состояние чуть было не рухнуло. Испугавшись, он поспешно сосредоточился на том, чтобы успокоиться, иначе он с легкостью мог снова провалиться. Вспоминая то, как он оказался на волоске от провала, Ханли слегка улыбнулся. Глубоко вдохнув, Ханли встал с кровати. Несмотря на то, что с момента его вхождения в стадию формирования ядра прошло уже достаточно времени, он все еще не мог успокоиться и долго сидеть на одном месте. Теперь, когда он вошел в стадию формирования ядра, он не только считался старшим экспертом в мире культивации, но и мог спокойно прожить до 600 лет. Это увеличение продолжительности жизни позволило бы ему впоследствии получить возможность культивировать до стадии зарождения души. Но самое главное было то, что он, наконец, смог использовать свое ядерное пламя. Теперь он мог отполировать и усовершенствовать свое магическое сокровище. Что касается магических сокровищ, у Ханли было всего 2 в его распоряжении. Небесная чаша уже была усовершенствована Кривой Душой. Что касается зеленого сверкающего кинжала, он будет использовать именно его, чтобы защитить себя на данный момент. В конечном счете, он хотел бы усовершенствовать довольно долго желанное им магическое сокровище, которое было описано на золотой странице «Бамбуковые облачные мечи». Эти мечи были усовершенствованы как набор. После их усовершенствования его сила увеличивалась бы, и он был бы способен смести любых культиваторов своего ранга. Кроме того, теперь, когда он достиг 7-го слоя техники владения лазурным мечом, он мог использовать божественную способность техники теневых мечей. Этот факт очень взволновал его и заставил с нетерпением ждать его предстоящего путешествия в мир культивирования в качестве культиватора стадии формирования ядра. Теперь он хотел поспешно собрать материалы для магического сокровища, бамбуковых облачных мечей, чтобы он мог как можно скорее усовершенствовать его с помощью своего ядерного пламени и первородной души. Глава 399. Секта изысканного звука. Размышляя какое-то время таким образом, выражение лица Ханли внезапно изменилось, он встал и вышел из своей спальни. В течение многих лет уединения вход в его резиденцию оставался запечатанным. Подойдя к входу, он увидел, что за пределами его ограничительных формаций было 8 талисманов передачи звука разных цветов, сбитых его барьером, как безголовые мухи. Глядя на это, Ханли невольно вскинул брови, а затем вытащил свой флаг хозяина формации и сказал «принять». Талисманы передачи звука снаружи барьера тут же переместились ему в руку. Ханли стоял неподвижно, спокойно рассматривая их. Половина талисманов передачи звука были поздравлениями от культиваторов стадии формирования ядра, которые жили по соседству.
Другая половина талисманов была пригласительными от различных организаций стать их высокопоставленным гостем, предлагая ему редкие сокровища в качестве оплаты. Ознакомившись с пригласительными, Хань Ли внутренне закатил глаза. Он вежливо ответил всем культиваторам на их поздравления и дал прямой отказ многим организациям. Он еще сам не мог поверить в то, что достиг стадии формирования ядра. Кроме того, ему еще требовалось немного времени, чтобы укрепить свое ядро. К тому же Хань Ли считал выгодным поддерживать свой низкий статус. В ближайшие дни Хань Ли начал часто посещать резиденции близлежащих культиваторов стадии формирования ядра и смиренно просил их дать ему совет относительно того, что должно быть сделано после достижения стадии формирования ядра. Поскольку эта тема не была какой-то большой тайной, все культиваторы были рады поделиться с ним советами. В результате множество этих визитов принесли Хань Ли большую пользу. Тем не менее, несколько культиваторов очень завидовали тому, как Хань Ли сумел сохранить свою внешность, которой обладал до достижения стадии формирования ядра. В конце концов, чрезвычайно малого количества гениев с небесными корнями или таких, как Хань Ли, кто использовал при культивации много духовных лекарственных таблеток, большинство культиваторов к тому моменту, когда, наконец, смогли достигнуть стадии формирования ядра, были уже довольно пожилыми. Хотя их жизненные показатели значительно увеличились после достижения стадии формирования ядра, не могли восстановить свой внешний вид, которым обладали в молодости. В лучшем случае, они выглядели бы менее болезненными или измученными, когда они стали старше. Естественно, было несколько культиваторов, которые практиковали искусство культивации, которое обладало чудесным эффектом сохранения своего внешнего вида и также были частью группы, которая сохранила свой юношеский вид после достижения стадии формирования ядра. У Хань Ли по-прежнему оставалось несколько таблеток для сохранения внешности. Поскольку он не слишком зависел от них, он обменивался ими с несколькими культиваторами стадии формирования ядра на кое-какие редкие предметы. В результате все были довольны. Хотя Хань Ли не стал близкими друзьями с кем-либо из них, уровня их взаимоотношений хватало, чтобы они могли называть друг друга братом и господином даосистом. За это время Хань Ли также усовершенствовал зеленый сверкающий кинжал и 3 марионетки. Существовало много материалов, с помощью которых можно было усовершенствовать магические сокровища. Помимо увеличения мощности и эффективности, использование материалов высшего ранга качества для улучшения магического сокровища также приводило к увеличению потенциала магического сокровища для дальнейшего усовершенствования. Кроме того, даже если бы использовались одни и те же материалы, в зависимости от способа, используемого для их усовершенствования, наблюдались большие различия как в мощности, так и в эффективности. Таким образом, помимо методов усовершенствования магических сокровищ, которые были известны всем, существовали тайные методы усовершенствования, которые тщательно скрывались сектами и другими великими державами. Однако это не означало, что лучшие материалы в сочетании с лучшей техникой усовершенствования магического сокровища приводили к созданию магического сокровища с неиссякаемым потенциалом. Самое главное для силы магического сокровища — постоянное усовершенствование и подпитка от первородной души культиватора. Если мастер высокорангового магического сокровища не захотел тратить время на его усовершенствование, его сила могла стать ниже, чем у обычного магического сокровища. На самом деле это было совсем не редкое явление. Что касается бамбуковых облачных мечей, их основным материалом был тысячелетний духовный бамбук, как это подразумевалось в названии. Для Хань Ли приобрести этот материал было не проблемой, достаточно было взять саженец и капнуть зеленой жидкостью из его таинственной бутылки. Тем не менее, использование общих типов бамбука не годилось. Ему был необходим божественный бамбук в качестве основного материала для магического сокровища. В результате Хань Ли потратил какое-то время на его поиски на городском рынке. Однако он не смог найти ничего, что удовлетворило бы его. Хотя это обстоятельство немного беспокоило его, Хань Ли решил, что лучше было вовсе не начинать усовершенствование магического сокровища за неимением лучших материалов, и таким образом отложил его на потом. К счастью, поскольку у него был зеленый сверкающий кинжал, а также несколько талисманов сокровищ, какое-то время он мог не волноваться о своей безопасности. Поскольку он не смог усовершенствовать свое магическое сокровище, Хань Ли вернулся к созданию марионеток. Согласно сутрам по созданию кукол, сила кукол 3-го ранга была эквивалентна культиваторам средней стадии заложения фундамента. Таким образом, материалы, необходимые для их создания этих кукол, стоили дороже, чем для создания кукол 2-го ранга. Кроме того, эти куклы состояли из разных форм. Немного подумав, Хань Ли выбрал марионетку, которая в основном использовались древесные материалы в форме обезьяны. Хотя эта марионетка требовала гораздо более древнего металлического дерева вместе с редким небесным кристаллическим деревом, это по-прежнему были древесные материалы. Хань Ли мог использовать на них свою зеленую жидкость и значительно снизить их стоимость.
Но даже при этом более высокоранговые дополнительные материалы в сочетании с увеличением количества кукол, которых он мог контролировать, наверняка стоили бы невероятно дорого. Хотя это количество духовных камней не обанкротит его, ему придется потратить все материалы, которые он накопил. За неимением другого выбора Хань Ли пришлось продать только часть редких материалов, которые остались у него от демонических зверей 5-го ранга и которые он откладывал на черный день. Однако Хань Ли не ожидал, что этим он привлечет к себе внимание, хотя он был невероятно осторожен. Однажды, как только он закончил продавать материалы путешествующему купцу, молодая женщина, очаровательная, как цветок, преградила ему путь по дороге в его резиденцию. «Вы старший Хань. Госпожа из моего клана хочет пригласить вас в близлежащую чайную под названием «Чистая река». Не угодно ли старшему оказать нам честь? Если вы откажетесь, я понесу наказание. Меня это совершенно не интересует». Мельком взглянув на женщину, он без малейших колебаний отказал ей. Он видел, что хотя эта женщина была обычным культиватором на стадии уплотнения ци, она культивировала какую-то очаровательную технику. Если бы он был неопытным или небрежным, он бы определенно смутился от этого. 17-летняя женщина была встревожена отказом Хань Ли и поспешно начала его умолять: «Старший Хань, если вы не пойдете, меня накажут». Когда молодая женщина сказала это, Хань Ли просто отвернулся от нее с каменным выражением лица. Хотя он не знал, в чьем подчинении она находилась, встреча с незнакомцем его не интересовала. «Старший Хань, пожалуйста, подождите». Младшая Фан Юньмей из секты изысканного звука хочет выразить свое почтение старшему Хань. Надеюсь, что старший простит меня за мою навязчивость. Впредь я буду вести себя более дисциплинированно. После того, как Хань Ли сделал 2 шага прочь от молодой женщины, он услышал приятный женский голос. Он тут же остановился и повернулся, чтобы посмотреть. Рядом с молодой женщиной внезапно появилась другая женщина, лицо которой было покрыто муслиновой вуалью. Хотя ее лицо было скрыто, Хань Ли видел, насколько ее кожа была белой и нежной, а ее черные, блестящие волосы спадали с головы. 2 ее прозрачных, как вода, глаза уставились на Хань Ли, не моргая. «Я вас не знаю, госпожа. Если у вас есть ко мне дело, прошу вас быть краткой. Я хочу вернуться в свою резиденцию и продолжить культивировать». Хань Ли спокойно говорил с мизантропическим тоном. На мгновение Юньмей была поражена его ответом, но тут же ответила с улыбкой: «Поскольку старший Хань настолько прямолинеен, я тоже перейду сразу к делу. Старший недавно продал большое количество редких материалов из демонических зверей. Наша секта очень заинтересована в этих материалах и желает пообщаться со старшим. Однако здесь слишком много людей. Как насчет поговорить об этом в тихом местечке?» Услышав ее объяснение, Хань Ли пристально взглянул на нее. При виде этого женщина несколько засмущалась, и Хань Ли напряженно ответил: «Ладно, вперед. Большое спасибо за доброту старшего. Старший Хань, пожалуйста, следуйте за мной». Женщина была очень обрадована тем, что он принял ее предложение, и поспешно зашагала вперед. Другая молодая женщина уныло последовала за ней. Однако, хотя молодая женщина шла впереди, она невольно повернулась и случайно встретилась взглядом с Хань Ли. Но когда ее взгляд встретил Хань Ли, она тут же смущенно отвернулась, но ее уши покраснели. При виде этого Хань Ли слегка усмехнулся про себя. Чайная была неподалеку. Спустя какое-то время Хань Ли вошел в павильон с огромной вывеской, на которой было написано «Чистая река». В это время внутри было много посетителей. Однако, как только 2 женщины вошли, мужчина средних лет тут же подбежал к ним и сказал: «Боевая тетя, комната готова. Вы и ваш гость можете войти». «Хорошо, проводи нас туда и подстереги за дверью», — равнодушно ответила Юньмей. «Понял». Затем мужчина средних лет проводил Хань Ли и остальных в элегантную комнату на 2-м этаже. В комнате находился старик в серой одежде, который спокойно заваривал чай. Когда Хань Ли и остальные вошли, он не обратил на никакого внимания. Глава 400. Почести старейшина Чжао. Простите за долгое ожидание. Это старший Хань, владелец тех самых материалов от демонических зверей. Войдя в комнату, Фань Юньмей обратилась к старику почтительным тоном. Старик в серой одежде ответил: «А так это вы, господин даосист Хань. Присаживайтесь, пожалуйста». Старик налил чашечку ароматного чаю и передал его Хань Ли. «Пожалуйста, попробуйте». Хань Ли нахмурился. Старик выглядел так, за исключением его розовых щек, как будто только что оправился от тяжелой болезни. Поэтому он чувствовал себя слегка озадаченным. Его нынешнее духовное чутье было намного сильнее, чем у культиваторов его же ранга.
В одно мгновение он увидел, что старик был культиватором на ранней стадии формирования ядра. Однако Ханьли ничего не сказал, а просто сел напротив старика, не рискнув попробовать чаю. Ханьли не хотел оскорбить старика, но он действовал из привычной ему осторожности. Он определенно не собирался пить что-то от незнакомца в незнакомом месте. Старик не рассердился на осторожные действия Ханьли. Вместо этого он слегка улыбнулся и налил себе чашку, оставив на потом все остальное. «Старший хан, мы пришли к вам от имени секты изысканного звука, чтобы купить все ваши оставшиеся материалы из демонических животных. Давайте поговорим о цене». Как только Фан Юньмэй села, она тут же заговорила с Ханьли мягким голосом. Но разве мог Ханьли так легко выдать им свои материалы, когда точно не знает их намерений? Немного подумав о том, что они сказали, Ханьли решил их отвлечь. «Верно, что у меня было немало материалов из демонических зверей. Однако, я только что продал свою последнюю партию, так что мне придется вас разочаровать». Когда леди Фан услышала отказ Ханьли, она сладко улыбнулась и тихо усмехнулась. «Кажется, старший Хань хочет нас обмануть. Хотя наша секта не знает, сколько у вас материалов, мы уверены, что их у вас по-прежнему достаточно. В противном случае старший хан не стал бы так тщательно искать путешествующих торговцев, чтобы продать их. Кроме того, каждая продажа была выполнена в очень небольших количествах, и каждый раз вы искали другого покупателя. Мы какое-то время собирали о вас информацию, так что мы осведомлены, что вы пытаетесь нас обмануть. Уверена, что старший боится, что мы украдем его богатство. В этом случае нам лучше развеять ваши страхи. Хотя наша секта не является чем-то вроде сверхдержавы, наша секта имеет положительную репутацию в области рассеянных звезд. Если бы старший продал нам все материалы, это спасло бы нас от перекупки у мелких торговцев. Женщина говорила с сияющей улыбкой и спокойной внешностью. Однако глаза Ханьли холодно сверкнули, и он слегка нахмурился. Узнать, что за тобой тайно следили, не самая приятная вещь на свете. В ответ на хмурый взгляд Ханли, леди Фан внезапно сменила тему и объяснила Ханли: «Старший хан, пожалуйста, не обвиняйте меня за мои прежние грубые поступки. Поскольку для нас это очень важно, мы должны были использовать все наши силы в городе Небесной Звезды, чтобы отследить вас. Мы надеемся, что старший поможет нам в этот раз. Только один раз», — проговорила она почти умоляющим тоном. Лицо Ханьли немного расслабилось, но он не стал давать им немедленный ответ. Вместо этого он слегка коснулся стола с безразличным выражением на лице. В этот момент Ханьли непрерывно анализировал все «за» и «против» с молниеносной скоростью. Хотя он не знал, почему эта секта изысканного звука так жаждет такого большого количества материалов из демонических животных, у них были все основания считать, что Ханьли обладал тем, чего они желали. Если бы Ханьли стал продолжать отпираться, это бы только вызвало бессмысленное недовольство. Ранее он никогда не слышал о секте изысканного звука, но они не должны быть слишком слабыми, учитывая ранг старейшины Чжао. Ханьли не хотел становиться с ними врагами без веской причины. Кроме того, у него на самом деле было слишком много материалов из демонических зверей. И если бы он продолжал продавать их частями, это было бы всего лишь вопросом времени, прежде чем его обнаружат. Таким образом, не лучше ли было воспользоваться этой возможностью и полностью продать их все сразу? В конце концов, в этом городе бои были запрещены. Ему не пришлось бы беспокоиться, если бы что-то пошло не так. Придя к такому выводу, Ханьли заговорил: «В этом случае мне больше нет смысла скрывать правду. У меня действительно есть материалы из демонических зверей, но я не знаю, хватит ли их, чтобы удовлетворить ваши потребности». Две женщины обрадовались словам Ханьли. Что касается старика, потягивающего чай, он взглянул на Ханли с гораздо более расслабленным выражением на лице. «Сколько у вас есть?» Леди Фан нетерпеливо спросила, глядя на Ханли. Ханли слегка улыбнулся и назвал число, которое приятно удивило женщину. Хотя она знала, что Ханли все же немного соврал, она не ожидала такого количества материалов. Наконец, она могла закончить свою миссию. «Я хочу все эти материалы. У старшего есть время, чтобы заняться торговлей сегодня». Леди Фан из секты изысканного звука тут же перешла к делу, опасаясь, что Ханли может передумать. Ханли очень удивился нетерпению этой женщины. Однако он сам считал, что было бы лучше провести сделку как можно быстрее. В этом случае вероятность появления каких-либо нежелательных проблем была минимальной. Подумав, он сказал: «Да, мы можем провести сделку прямо здесь. Я могу сходить за материалами, пока вы подготовите духовные камни». Решительность Ханьли совпадал с намерениями женщины. Она тут же кивнула головой в ответ. Ханьли тогда равнодушно встал и покинул комнату большими шагами.
через мгновение после того, как Хань Ли исчез из поля зрения, возбужденное выражение на лице леди Фан постепенно исчезло. Она внезапно повернула голову к старику и спросила: «Старший Чжао, каков его уровень культивации?» Я слышала, что он только что достиг стадии формирования ядра. Очевидно, что у него не было времени, чтобы усовершенствовать магическое сокровище. Если бы вы застали его врасплох, вы бы смогли его победить. В этом случае мы бы могли сэкономить огромную сумму духовных камней. Когда женщина хладнокровно произнесла эти слова, ее изящный темперамент превратился в холодное, зловещее выражение на лице. Невозможно. Хотя этот человек только недавно достиг стадии формирования яра, его искусство культивации слишком неординарно. Мало того, что его магическая сила чрезвычайно чистая, но его тело скрывает слабую ци магического сокровища. Хотя у него не было времени тайно усовершенствовать магическое сокровище, у него все же есть магическое сокровище. Не стоит недооценивать его. Старейшина Чжао покачал головой и возразил против этого предложения. Глаза женщины сверкнули странным светом, и она сказала, выражением, когда она медленно произнесла: «Кажется, этот человек не слаб. Как насчет того, чтобы привлечь его в нашу операцию в следующем месяце? Если все пойдет гладко, мы можем вовлечь его в это, а если все пойдет не по плану, то можем просто бросить его». А это идея. Но из недавнего разговора я понял, что он очень проницателен и осторожен, несмотря на то, что он так молод. Похоже, что его будет нелегко использовать. А ты о чем думаешь? Считаешь, что тебе удастся его соблазнить? С некоторым недовольством проговорил старик. Леди Фан взглянула на старика, а затем наигранно засмеялась. «Хе-хе, старший, ты ревнуешь. Расслабься, меня никто не интересует, кроме тебя». Она откинула свою вуаль, показывая свое чрезвычайно очаровательное лицо. Старик изначально выглядел несколько болезненным. Но взглянув на нее, его щеки еще более раскраснелись. Леди Фан была очень довольна увиденным. «Старший, чтобы защитить меня, ты получил большую травму. Я никогда не забуду этого». Сказав это, она скользнула своим изящным телом в объятия старика. В этот момент лицо леди Фан наполнилось любовью, а глаза казались влажными до такой степени, как будто она собиралась заплакать. Ее красота, казалось, могла мертвецов воскресить. Старик глубоко вздохнул, когда белая рука женщины опустилась к нему на грудь. Он чувствовал, как она вся горела к нему желанием, и обнял ее в ответ с такими же нечистыми намерениями. Эта сцена заставила молодую женщину, которая все еще находилась в комнате, сильно покраснеть. Она отвела взгляд в сторону и опустила голову. «Лянер, ты не могла бы подождать снаружи и сообщить нам, когда он вернется?» Прошептала леди Фан. «Да, конечно». Молодая женщина поспешно ответила и тут же вышла из комнаты. Но не успела она еще выйти, как они продолжили. Эта молодая девушка стала еще красивее за последние 2 года. Как насчет того, чтобы ты одолжила мне ее на несколько лет, чтобы кое-чему ее научить? Поскольку хорошие вещи не должны доставаться посторонним. Ха. Размечтался. Я держу ее при себе только потому, что она мне полезна. Я запрещаю тебе прикасаться к ней, может быть, я». Услышав их кокетливое подшучивание, молодая женщина вздохнула и вышла из комнаты.